Здравствуйте, друзья! У нас прогноз на вторую половину октября для знака зодиака Лев. Мы коснемся сферы любви, отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Ленорман нам покажет сюрприз или неожиданность. Также мы получим для вас советы. И у нас в конце расклада будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Львы, вторая половина октября. Что у вас будет происходить в начале этих 15 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в любви, в отношениях? Первая карта. У кого есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Ой, какие карты. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость. Что у вас будет происходить? И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Ну, вы вообще потрясающие. Так, финансы. И что у вас будет происходить в конце октября? Ну вот. Совет, предупреждения от Таро. И на дне колоды маг. Угу. Маг вообще у нас индивидуалист. Если вы что-то здесь планируете начинать, опять же, это может быть связано и с вашим домом, с семьей, работой, карьерой, отношениями, с чем угодно. Здесь в конце октября у вас ложится пятерка. Карта может говорить о небольшом кризисе, но тут у вас зато по всем сферам, и по работе, и по отношениям все хорошо, да? Ну вот может быть пятерка. Она не говорит прямо о крахе, она говорит о каких-то временных, может быть, трудностях. Это могут быть трудности финансовые, могут быть трудности со здоровьем или в отношениях какой-то кризис. Но вы его преодолеете. По магу вы все преодолеете. Если вы, например, ждете каких-то сообщений, новостей, документов, переводов денежных, то вы их получите. Но это или при помощи какого-то специалиста, маг — это консультант, или при помощи вашей активности и умения договариваться, разговаривать. Ну, может быть, вот пятерка, да, вот вы тут оформляете какие-то, может быть, собственность, недвижимость, в наследство вводите. Может возникнуть в конце октября какая-то задержка. Но вы или сами это решите, вот, все улучшится, начнется движение, или при помощи какого-то человека. Жрица может говорить, что есть какая-то тайна, или, опять же, это получение каких-то знаний. Тут у вас жрица и маг. Да, у кого-то, может быть, здесь прям окунуться в духовные практики, прийти к вере. Да. Так, давайте мы сейчас еще посмотрим. Ленорман нам что подскажет? Сюрприз, неожиданность, львы, вторая половина октября. Мужчина решит этот вопрос. Если какие-то задержки и трудности, тут от мужчины будет идти решение важного вопроса. Это может быть связано с поездкой, с переездом, а может быть за границей у кого-то, может быть это иммиграция. Но также корабль может нести просто благоприятные перемены и движение вперед в каком-то вот застрявшем вопросе. Ну, маг, да, это, как правило, мужчина. Конечно, это может быть ваш мужчина, для женщин это может быть ваш возлюбленный, супруг. Для кого-то может быть отец, сын. Для мужчин карта может показывать вас или влияние какого-то мужчины. Вот тот, который поможет вам. Ну, тут вот какой-то то ли перелеты, то ли путешествия, то ли это переезды, то ли это просто улучшение какой-то ситуации, вот, которая в конце октября у вас затормозит. Ну, смотрите, у вас здесь две десятки, у вас здесь солнышко. Да, в начале этих 15 дней у кого-то здесь решение каких-то вопросов с домом, с семьей.
Это вопрос, который принесет в ваш дом какое-то эмоциональное спокойствие, благополучие, удовлетворенность. Конечно, это карта гармонии, это карта каких-то позитивных изменений. У кого-то здесь, может быть, решается вопрос вот с недвижимостью, у кого-то решается вопрос, например, с наследством. Также это может быть свадьба, рождение, зачатие малыша. Может быть, вот у вас тут, для тех, кто в отношениях или в браке, здесь кто-то ждет какого-то вот решения вопроса, опять корабль, да, уехать, переехать. Кто-то, может быть, планирует купить, не знаю, прикупить участок земли, построить дом для своей семьи. Или расширить членов семьи, да, вот малыша, рождение малыша. Но в любом случае здесь исполнение желаний, связанного с вашим домом и семьей. Но также это может касаться работы. Вот для тех, кто в поиске работы, кто-то может начать семейный бизнес, то, что приведет вас к благополучию финансовому и эмоциональному. То есть у вас появится уверенность в будущее, стабильная. То есть вы понимаете, что вы крепко стоите на ногах, у вас процветающий бизнес. Также это может быть влиться в какой-то коллектив, команду. Это может быть, опять же, чей-то бизнес, но у вас здесь будет и хорошие отношения с коллективом, работа, которая вам нравится, ну и, естественно, финансовое благополучие. Еще эти две десятки могут показывать работу в какой-то крупной корпорации, может быть, это государственная компания, но у вас здесь хорошие перспективы на будущее, да. То есть вы понимаете, что у вас дом полная чаша, и у вас есть финансовая стабильность. И, скорее всего, это может произойти в начале вот этих 15 дней. Поэтому, если искали, ищите или начинайте какой-то бизнес. Ну, опять же, после 18 октября, когда ретроградный Меркурий выйдет в директное положение, чтобы бизнес у вас развивался легко. Для тех, кто в отношениях или в браке, здесь какие-то, как я уже, расширения сказала. Кто-то, может быть, планирует поездку в отпуск, например. Кто-то, может быть, что-то покупает. Ну, также это может быть прибавление в семействе. Тут, может быть, если меня люди старшего возраста смотрят, может быть, дети у вас женятся, да, и приходит невестка, например. То есть это увеличение членов семьи. Ну, также это может быть решение вопросов с жильем или с переездом. Для тех, кто в поиске, старший аркан Солнца. Солнце – это обретение любви, счастья. Это уходят все трудности, проблемы, это уходит одиночество. А для женщин здесь может быть знакомство с мужчиной или в поездке, или с иностранцем. Но это для вас отношения судьбоносные, кармические и очень для вас важные. Мужчины могут куда-то поехать, может быть, в командировку или в какую-то тоже поездку и там познакомиться. Ключ всегда говорит о важных встречах, о серьезном и неожиданном повороте вашей жизни. Конечно, это может касаться, как я говорила, работы, карьеры, бизнеса, но также и отношений. Поэтому здесь ложится Солнце. То есть вот в совет ложится десятка мечей. Десятка мечей – это карта одиночества. Ну, то есть очень серьезный кризис. И здесь вот на горизонте встает вот это Солнце, которое приходит в вашу жизнь. Поэтому, если даже человек от вас далеко или знакомство в поездке, обратите внимание. Не упустите шанс стать счастливым. Работа, карьера, бизнес ложится королева Пентаклей. Если карта показывает вас, она может говорить: бизнес отлажен. Вы занимаете очень прочное положение, у вас хороший достаток, хорошее карьерное положение. Может быть, это что-то связано с банковской сферой, недвижимостью. Это вот то, что хорошо стоит на земле. Также здесь может быть получение прибыли, повышение в работе, в карьере. Вообще карта несет стабильное положение и процветание. Может быть, вы занимаетесь, может быть, вы доработаете на дому, делаете что-то вот руками, на этом зарабатываете. Ну и для тех, кто в поиске, я уже озвучила, ищите, да, или начинайте. Здесь еще может быть работа связана с командировками, с переездами. Может быть, это еще связана работа с иностранцами.
Может карта показывать крупную иностранную, например, компанию. Может быть, опять же, это через интернет по удаленке. Кому-то, может быть, из мужчин придется уехать. Уехать именно по работе. Финансы. Финансы у вас здесь двойка мечей. Несмотря на то, что здесь легли хорошие карты, эта карта может показывать, что у вас на финансы стоит какой-то непрогляд, или вы скрываете, может быть и правильно, чтобы не сглазили. Вы можете скрывать от родных, близких, от друзей, на чем вы зарабатываете, что приносит вам доход. Ну, еще, может быть, здесь, конечно, какие-то трудности с финансами. Вот тут две карты в конце октября говорят, что будут какие-то, может быть, финансовые проблемы, но в чем? Тут может быть сомнение, куда вложить, на что потратить, тратить или не тратить, покупать, не покупать. То есть какие-то сомнения. Здесь у нас вот маг был и восьмерка. Это еще может быть ожидание, получу, не получу, какой-то может быть вот денежный перевод из-за границы. Какая-то здесь вот тайна, покрытая мраком. Ну, карта говорит, урожай вы свой получите. И опять же, или если вы планировали вот начинать, например, свой бизнес, там, семейный, и сомневаетесь. Сомневаетесь в чем? Вдруг вот вложу туда деньги и не пойдет. Здесь карта говорит, ваше активное действие, начнется очень хорошее продвижение. Тут опять вот две карты говорят, слушайте свой внутренний голос, вот интуицию, что она вам подсказывает. Ну или с кем-то проконсультируйтесь. Давайте вот эту пятерку мы уточним. Хотя маг нам уже показал, что вопрос-то вы этот решите. Ну, как совет, одну карту вам. Ну вот опять какой-то консультант, да, или ваши продуманные действия, или все-таки нужно с кем-то посоветоваться, с какой-то королевой мечей. Это, как правило, какой-то специалист. Может быть, это адвокат, нотариус, юрист. И если у кого-то здесь проблемы со здоровьем, то здесь надо найти врача, вот, специалиста, который поможет вам выздороветь. Но, может быть, для этого вам придется куда-то съездить, вот, чтобы вам поставили, например, диагноз. Также пятерка может говорить, кризис-то из-за чего? Какая-то зависимость от кого-то. То есть вам нужно вот по десятке, да, избавиться от какой-то ситуации, которая доставляет вам беспокойство. Вот при помощи вот этого меча что-то или кого-то отсечь из своей жизни. Может быть, это, не знаю, кто-то у вас постоянно просит взаймы и не отдает. Ну, как вариант, да, вот манипуляции. И вы уже сомневаетесь, давать, не давать, ну сколько можно, да, бездонная бочка и никакой благодарности. Здесь вы можете кого-то из своей жизни отсечь, сказать, все, хватит. Больше ничего не получишь. Ну, это как вариант. Так, хорошо, давайте мы получим для вас совет. Да, здесь карта говорит, заканчивается какая-то ситуация, тянущаяся. Или она вам говорит, подводите под чем-то черту. Все, закрывайте эту дверь. А если кто-то был в одиночестве, она говорит, заканчивается вот тяжелый период одиночества, появляется у вас солнце, да, надежда на счастье. Хорошо. Совет для львов. Вторая половина октября. Так, это у нас 13 прямая. Сейчас. Как раз 1 ноября и сбор урожая, да, Самайн. Ваши предки предлагают вам свое руководство. Будьте внимательны к неожиданным сообщениям во снах, случайным столкновениям с незнакомцами и к голосам, которые вы слышите в шуме ветра. В темноте нет ничего, чего бы вам следовало бояться. Ну, опять же, это сбор урожая. Полная телега тыкв. Так, еще у нас совет от оракула королевы Луны, Львы, 2 половина октября.
Ух ты, у нас здесь the hunger. Это голод и жажда. Тут у нас еще полная луна, прям полнолуние. Карта говорит, что бывают в нашей жизни взлеты и падения. Самое главное, сохраняйте внутри вашего сердца веру и надежду. Всегда в нашей жизни бывает какой-то этап недостатка чего-то и страстное желание это получить. Карта говорит, вы обязательно это получите. Самое главное, не зацикливайтесь вот на этом желании, не держите эту энергию, а отпустите ее, пусть она начнет работать. То есть карта говорит, не позволяйте этому желанию диктовать вам свои условия. Как вот по этой карте, не испытывайте вот этот энергетический голод. Вот у меня этого нет, а я этого страстно хочу. Просто отпустите эту ситуацию, она обязательно решится. Вот ключ придет к тому, что вы очень хотите. Да, вот здесь как-то завуалировано. Потому что когда полная луна, у нас очень превалируют эмоции, страсти. И карта говорит, не попадайте под свои эмоции и страсти. Да. Держите их под контролем. Хорошо, давайте посмотрим маятник для львов. Маятник, ответьте, пожалуйста, львам на их запрос, да или нет, вторая половина октября. Так, маятник, ответь, пожалуйста, львам. Что вообще не хочет говорить? Ответь, пожалуйста, львам на их запрос, да или нет, вторая половина октября. Ничего не могу сделать, он не отвечает. Вот у нас тут верховная жрица лежала, да? Как-то еще пока от вас это скрыто. Не знаю. Ну, так тоже бывает. Такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.